Всем привет! С вами Matt the Cat, а Матюша мурчит. А это означает, что сегодня мы проверяем лайфхаки из ТикТока. Именно так. 5 безумных лайфхаков. И один из них из прошлой серии, как я и обещал, перепроверим еще раз шоколадную руку. Но это будет чуть-чуть позже. Да, Матюша мурчуша. И обязательно, чтобы поддержать наш канал, поставь лайк под этим видео, напиши комментарий, что мы еще можем проверить. Ну и, конечно, можешь написать какую-нибудь приятность Матюше. И давайте проверять! И в первом видео нам показывают легкий способ почистить вареное яйцо. Его варят, закидывают в контейнер, заливают его холодной водой, чуть-чуть трясут, и кожура сама слазит. Давайте проверим. И сначала нам нужно сварить яйцо. Вот оно. У нас есть яйцо, и оно сырое. Держи. И нам его нужно сварить. Призываем господина Яромира. И погружаем яичко в воду. Ждем 10 минут, пока оно сварится. Яичко сварилось. Мы достаем яичко и кладем его в контейнер. И заливаем его холодной водой. Закрываем его крышкой и трясем. Аккуратно только. Так, пока ничего не происходит, кажется, нужно более сильно. Кажется, мы на верном пути, потому что скорлупа потрескалась. Ну! Так, ну скорлупа вся потрескалась, но толку пока я что-то не особо замечаю. Хорошо, потрясем от души. О, отваливается! Матюш, ты... Матюш. Матюш. Я просто боялся, что яйцо разлетится на кусочки. Ладно, давайте проверять. Ну, яичко почистилось. Офигеть. Правда, достаточно большое количество яичка осталось прямо на скорлупе. Но это сработало. И оно даже почти не развалилось. Во-первых, лайфхак работает. Яичко почистилось. Смотри, вареное яичко. Чищенная. Если брать минусовые стороны этого лайфхака, то, во-первых, на кожуре осталось дофига белка, а это трата продуктов вообще-то. Во-вторых, здесь все в воде. Прям вот вообще весь стол. Пору звать тазик-стасик. И в-третьих, это так трудно. Я очень много сил потратил на то, чтобы оно вот так вот почистилось. Проще было руками его почистить. И самая большая проблема этого лайфхака состоит в том, что ты не можешь знать, с какой силой нужно трясти. Потрясешь чуть сильнее, вот это все развалится. Потрясешь слабее, ничего не почистится. Господин лось. Поэтому этот лайфхак абсолютно бесполезен, не стоит потраченных усилий. Яйцо можно почистить и руками, и гораздо лучше. Едем к следующему. Второй лайфхак мы делали в прошлом выпуске, но он у нас не получился, потому что шоколад просто не застыл. Напоминаю, это шоколадная рука. То есть плавится шоколад, обливается рука, охлаждается во льду, и получается такая фигура шоколадной руки. Я почитал комментарии, мы с Матюшей все обсудили и решили сделать сегодня 3 варианта этой руки. Первый — это растопить шоколад и залить его в перчатку, а потом заморозить. Второй — наполнить перчатку водой, заморозить ее в виде руки и потом облить поверх уже шоколадом. Ну и третий вариант — это очень сильно охладить руку во льду, опять также облить шоколадом и опять в лед. Ну и в этот раз я взял чисто горький шоколад. Я готов отморозить себе руку, но сделать эту шоколадную руку. Я добыл целую гору шоколада. Целую гору шоколада. Плавим его. И начинаем наше действо. Первым делом мы сделаем шоколадную руку, заполнив вот эту перчатку. Держи. Храни. Здесь у нас кипяток. Это у нас шоколад для вот этой вот перчатки. Топим. Вода кипит и мешаем. Шоколад для заполнения перчатки готов. Предполагаю, что будет удобнее воспользоваться кулинарным мешком. Нальем сюда этого шоколада, а потом уже в перчатку. Так, ну, пожалуй, хватит пока. Ну, кстати, это уже немного не та рука будет, как в лайфхаке, потому что в лайфхаке она полая. А здесь она полой не будет совсем. Уже неплохо. Один пальчик свисает, надо его тоже заполнить. Вообще похоже на вымя. Жуть. Пальчик. Есть!
Как хорошо получается. Готово. Весь шоколад израсходовали, все пальчики заполнены. Дай пятюню. Можно замораживать. Пока наша прекрасная безымянная перчатка замораживает себе шоколадную руку, топим еще шоколад. Полная кастрюлька шоколада. Шоколад растоплен. Можно приступать. Как я и сказал, сейчас мы используем перчатку, в которую мы налили воды и заморозили. То есть исключаем фактор человеческого тепла. На всякий случай я заморозил 2 перчатки. Обе похожи на человеческие руки, по этой как будто проехал трактор. Поэтому возьмем, пожалуй, вот эту. Давай почешем. Ну скажи, мать, уж зачетная рука получилась. Мало того, что мы исключили фактор тепла человеческого тела, так еще и сделаем идеальное остужение шоколада в морозилке. Поэтому здесь, я думаю, должно все пойти по плану. Спасибо за комментарий. Как он быстро застывает. Очень похоже на то, что было в видео, но пока все равно это небольшой лайфхак обходной. Самое забавное, что оно даже еще не было в морозильнике, но все уже застыло из-за того, что внутри лед. То есть вот так это прям работает практически. Оп. Оп. Но выглядит уже прикольно. Убираем морозилку. И в третьем способе мы сделаем то же самое, что и в прошлый раз. Но по предыдущему опыту мы поняли, что очень важно иметь очень холодную руку. Мы накидаем сюда льда, зальем его водой и охладим очень сильно руку. Очень сильно. Я наморозил льда. Я наморозил много льда. Думаю, этого будет достаточно. Теперь мы заливаем все это водой холодной. И теперь мне нужно очень сильно охладить руку. Или темперировать шоколад. Нет, я лучше охлажу руку. Как холодно! Как больно! Нет, давайте лучше левую руку. Левая рука менее нужна. Прям больно. Матерь Божья! Но если что, у меня есть запасная рука в раковине. Та, в которой вода. Она не изгибается. Надо лить. Забавно, она так онемела, что я даже не чувствую тепла этого шоколада. Давай, 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 быстро, быстро, быстро. Еще одна ошибка, скорее всего, которую мы допустили в прошлый раз. Долго поливали, и шоколад просто нагревался. Пальчики, пальчики. Вот эти лучше соединить, чтобы лучше держалось. И быстро суем в лед. Ну, сейчас уже не так холодно. Ладони очень холодно. На ладони нет шоколада. Когда погружал руку, слишком много льда оставил на дне, и мне сейчас очень жжет ладонь. Но здесь, в принципе, сверху тоже все покрыто льдом, поэтому вроде все идет по плану. Чтобы отвлечь себя от того, как мне холодно, я, пожалуй, измерю температуру этой воды. Это забавно, но у меня получилось снизить температуру этой воды до 1 градуса. Поэтому вот сейчас все точно должно получиться. Ладно, хватит, я достаю. Руку я уже не чувствую. Офигеть, это сработало! Господи, я не верил! Она реально затвердела. Это шоколадная рука. Осталось ее аккуратно снять. Ах ты сволочь. Ну, сходит она частями. Панцирь железного человека. Здравствуйте, это пальчик. Здравствуйте, это... О, вот это хорошо. Посмотрите, какая у меня красная обмороженная рука. Нет, темперированный шоколад, ты меня не возьмешь. По идее, можно склеить. Это отсюда, это я не знаю откуда, вот это палец. Вот что у нас получилось. То есть на руке она смотрелась неплохо, снимается она очень плохо и сразу ломается. Руку я прям отморозил, поэтому не советую повторять это. Итак, вот все 3 наши руки.
Это шоколадная рука, которую я делал на своей руке. Эту мы сделали на замороженной перчатке, а эту шоколад мы налили в саму перчатку и тоже заморозили. Тут, к сожалению, пальчик чуть-чуть сломался. Пожалуйста, я ее отдираю, и пальцы уже отломились. Но тут получается тоже только частями. Одна часть, ну, кстати, гораздо лучше, чем с моей руки. Ну и самое сложное — пальцы. Это неплохо. Это не самый худший расклад. Рука уже успела подтаять, и она нормально снимается. Но вся целиком, скорее всего, она бы не снялась. Спасибо, ты славно послужила. Это уже гораздо симпатичнее. Но опять не цельная, жалко, конечно. И, наконец, к третьей руке приступаем. Тут, по-моему, сложнее всего. Здесь нам нужно снять полностью перчатку. Так, ну, как я уже говорил, палец большой мы потеряли. Еще чуть-чуть осталось. Пальчик отломил. В принципе, между ними даже есть пространство, поэтому должно сняться все хорошо. Ну что, остался один. Есть! Я ее вытащил, и на самом деле она больше всех похожа на ту руку, которая нам нужна. Но за одним исключением, она вообще абсолютно не полая, и на нее уходит гораздо больше шоколада, чем на такие. И то есть, как для украшения, она не особо-то подходит. К сожалению, пальчики, вот они пальчики, чуть-чуть отвалились. Хуже всех получилась та, что с рукой, плюс рука моя так нормально пострадала. Никому не советую это повторять. То есть руку нужно очень сильно охладить. Вот это получилось ближе всего к оригиналу. И по идее можно было бы подождать, когда перчатки вода растает, и получилось бы, скорее всего, то, что нужно. Но тут один момент есть. В тепле ее нельзя оставлять, а пришлось топить бы это все где-то в холодильнике. Ну, чтобы шоколад не успел растаять. А это очень-очень долго. Ну и больше всех мне все равно нравится вот это. Но я считаю, что вот этот палец здесь лишний. Так гораздо более концептуальная фигура получается. Пожалуйста. Я считаю, вот эта фигура идеально подходит для подачи мороженого. Как и обещали, мы проверили этот лайфхак до самого конца. И он не особо-то рабочий, потому что снять с руки вот этот шоколад практически нереально. Он сразу ломается. Возможно, с темперированным было бы лучше, но этого мы уже никогда не узнаем. Спасибо всем, кто написал комментарии с советами. И едем к следующему лайфхаку. Нам утверждают, что если пройтись утюгом по написанному в тетрадке, все написанное исчезнет. И если вы сделали ошибки, если вам кто-то поставил плохую оценку или написал какую-нибудь фигню, от этого можно избавиться. В видео не указано, что там какая-то специальная ручка. Проверяем то, что есть. Поэтому у нас есть тетрадка и ручка. Что-нибудь пишем в тетрадке, например, портрет Матюши. Пожалуйста, портрет Матюши готов. И у нас есть утюг. Ну, разогреем его не на максимум пока что. Разогрелся на средней мощности где-то. Пробуем. Да, правда, Матюш как-то пахнет бумагой горячей. Ну и ничего не сработало. Включим на максимальную мощность, чтобы уж наверняка. Пробуем. Готовы? Я не вижу, что там произошло. Матюшин портрет остался здесь. А знаете, почему я обрадовался? Потому что мы не лишились портрета Матюши в этом доме. Поэтому это видео полностью бесполезно. Едем к следующему лайфхаку. В этом видео нам показывают безумно полезный лайфхак, если он работает. Если вы сожгли тост, вы берете, сжигаете второй, потом трете их друг об друга и получаете два нормальных тоста. Если этот лайфхак работает, то это офигенно. Для этого у нас есть хлеб тостовый и тостер. Берем два кусочка хлеба. Хлеб,
Кидаем в тостер и не паримся, сколько их держать. Наш прекрасный тостер, который сжигает все, что в него не положишь, почти справился со своей задачей. Ну хорошо пожарил, специально для лайфхака. Что мы имеем? Кушающего Матюшу прямо вот здесь вот. Вы можете это слышать даже. И 2 прекрасных сгоревших тоста. Раз, два. Чуть-чуть это спасло ситуацию, не то чтобы сильно. Попробуем еще. Ну, в принципе, это работает. Вот здесь хлеб аж до белой части стерся. Можно сравнить со второй частью. Как было, как стало. Это работает? Вот это действительно полезный лайфхак. К следующему лайфхаку. В этом лайфхаке нам утверждают, что если дать коту палец, он его просто понюхает. Но если его этим же пальцем почесать вот здесь вот на спинке сзади и дать еще раз, то он его облизнет. Давайте проверим. Экспериментальный Матюша. Проверяем. Мэтти, палец. Нюхает, просто понюхал. Теперь. Все, достаточно. Все. Мэтти. Просто понюхал. Тихо. Давай, палец. Просто палец. Чешем спинку. Да что, тебе не нравится спинку чесать? А как же церемония почеса спин? Давай еще раз. Мэтти. Ему настолько плевать. Попробуем на бусинке. Бусь, я пришел проверить на тебе лайфхак. Палец. Понюхала, пофигу, да? Теперь смотри. Я чешу тебе вот здесь. Подожди, еще не все. Давай, чешем. Бусь, давай. Не то, чтобы он сработал. Не ломай цветочек, бусинка! Короче, как вы понимаете, бусинка шебутная кошка. Пытается уничтожить все растения, поэтому она не в видео. Пожалуйста. Не работает. И сегодня мы проверили 5 лайфхаков. Один из них перепроверили. Спасибо всем большое, кто написал комментарии по поводу этой шоколадной руки. Мы ценим. На этом все. Увидимся в следующих видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно переходите в Инстаграм. Там Бусюша в сторис. Спасибо, что смотрели. Пока. Бусюша. Бусюш. Люди спрашивают, почему тебя мало в видео. Расскажешь сама? Давай. Вот камера. Расскажи. Спасибо, что досмотрели до конца.